Когда 24-летняя Лейла Наварро не вышла на связь в назначенное время во время своего тщательно подготовленного похода по горам Колорадо, ее отец Рауль понял. С его дочерью произошло что-то ужасное. Для него это осознание было подобно обрыву. Еще утром он с гордостью рассматривал фотографии Лейлы с ее новым снаряжением, а вечером уже хватался за телефон, пытаясь поверить, что тишина объясняется лишь плохим сигналом. Поисковые группы, добровольцы и вертолеты неделями прочесывали национальный парк Сьерра-Риверс, сотни километров каньонов, леса и горных вершин. Но результат был пугающе одинаковым. Ничего не нашли. Ни рюкзака, ни следов падения, ни брошенной палатки. Казалось, Лейла просто поднялась в горы и исчезла, растворившись в дикой природе. Рауль помнил, как они договаривались. Простое сообщение каждые 3 дня. «Я в порядке». Это была страховка для него и символ дисциплины для нее. Но первое же сообщение так и не пришло. Сначала он твердил себе, что, возможно, у нее разрядился аккумулятор или пропал сигнал, но с каждой минутой уверенность убывала. К 6-му дню он уже сидел в полицейском участке и рассказывал о маршруте дочери. Когда поиски через несколько недель прекратили из-за снегопадов, Рауль остался с единственным доказательством — фотографией, сделанной в первый день ее путешествия. Лейла улыбается, стоит на деревянном мостике, на плечах ее огромный рюкзак, к которому пристегнут ярко-желтый спальный мешок. На фото она выглядела непобедимой. Но это было ее последнее изображение. Прошли годы. Дело Лейлы перекочевало из активных в архивные, ее имя постепенно исчезло из газет, а дом отца превратился в музей памяти с картами на стенах и ее вещами, аккуратно сложенными так, как она их оставила. В 2022 году дело попало в руки детектива Майкла Корвина. Он был известен своей настойчивостью и верой в то, что ни одно расследование не бывает окончательно закрытым. Перелистывая старые материалы, он наткнулся на интересную деталь. На ноутбуке Лейлы сохранились следы активности на забытом туристическом форуме. Там она переписывалась с человеком под ником МК, который проповедовал странную философию походов-призраков. Исчезновение из мира наблюдения, жизни без следов и свидетелей. В личных сообщениях он почти манипулятивно убеждал ее встретиться. Корвин и его команда потратили месяцы, чтобы найти реальное имя за этим профилем, и вышли на австралийского студента по обмену. Но выяснилось, что тот никогда не покидал свою страну. След оказался пустым, и надежда вновь растворилась. Лишь летом 2024 года в расследовании появился новый след. 19-летний Ричард Вега рыбачил на озере Мирадор. Вода была необычно прозрачной, и он заметил на дне желтый сверток, обмотанный цепями. Сначала он подумал, что это мусор, но форма казалась слишком зловещей. Вызванные водолазы достали со дна тяжелый, пропитанный водой спальный мешок ярко-желтого цвета. Тот самый цвет, что был на фотографии Лейлы. Но тело внутри оказалось мужским. Позже судебная экспертиза установила. Это был Эрик Солано, 25-летний житель Финикса, пропавший без вести в те же дни, когда исчезла Лейла. Его родственники считали, что он заблудился в одном из походов на юго-западе, но правда оказалась куда страшнее. Вопрос встал ребром. Как труп молодого мужчины оказался в спальном мешке пропавшей девушки? Следователи вернулись к вещам Лейлы. Среди карт нашли маленький обрывок визитки с частично сохранившимся названием «Silver Moon». Поиск привел к заброшенному мотелю Silver Moon Motor Lodge, старому заведению у шоссе, далекому от туристических маршрутов. В пыльном архиве отыскали книгу регистрации гостей. На странице за сентябрь 2018 года значилась запись «Эрик Солано» и пометка управляющего.
Серебристый седан с номерами Аризоны припаркован сзади. Все указывало на то, что именно здесь они оказались вместе. Дальнейший прорыв обеспечила бывшая уборщица мотеля, Беатрис Роу. Ее воспоминания были смутными, но одно она помнила отчетливо. В номере 7 жили молодой парень, девушка и третий мужчина. Старший, крепкий, мрачный. В одну из ночей она услышала громкий спор. Молодой голос умоляющий, грубый голос угрожающий. Потом тяжелый удар и тишина. На следующий день она видела, как мужчина выносил из комнаты длинный сверток и укладывал его в багажник машины. Рядом стояла девушка с пустым взглядом. Это была Лейла. Мужчина приказал ей садиться в машину, и серебристый седан исчез в предрассветной темноте. Беатрис призналась. Тогда она боялась звонить в полицию, и ее молчание мучило ее все эти годы. Теперь следствие знало. Эрик и Лейла были вместе, и в мотеле присутствовал третий человек. Нужно было выяснить, кто он. Проверка финансов Эрика показала, на его счет регулярно поступали странные суммы, явно не связанные с его официальной работой. Профиль любителя походов начал рушиться. Выяснилось, что он был мулом, перевозчиком нелегального груза. Его поездки к началу троп нередко совпадали с районами рядом с маленькими аэропортами и складами. Связь вела к человеку по имени Маркус Кейн, пожилой логист преступного мира, известному еще в 90-х годах. Он всегда избегал крупных сроков, но его имя всплывало в делах о рэкете и контрабанде. Именно его Беатрис узнала как угрожающего мужчину из мотеля. Через несколько дней его нашли в Айдахо под новым именем, с тихой жизнью строителя. Арест прошел спокойно. Кейн не сопротивлялся, лишь на миг его взгляд выдал узнавание. На допросах он отрицал все. Не был в Колорадо, не знал ни Эрика, ни Лейлу. Но против него были телефонные данные, совпадения по местам и, главное, свидетельница. Когда стены начали сжиматься, Кейн заговорил. Его признание было холодным, как отчет. Эрик действительно был его курьером. В мотеле тот заявил, что больше не будет работать. Разговор перерос в крик, а затем в удар. Именно тот, что слышала Беатрис. Эрик умер на месте. Лейла стала свидетелем, и Кейн сделал ее своей пленницей. Он заставил ее помочь спрятать тело друга, использовав ее же спальный мешок. Потом он увез ее в пустыню. Когда следователь спросил, что в итоге случилось с Лейлой, Кейн впервые улыбнулся. На листе бумаги он нарисовал сеть грунтовых дорог на границе Колорадо и Невады. На карте стоял крестик у группы скал. «Там, — сказал он, — они найдут то, что ищут». Через несколько часов команда ФБР и криминалисты прибыли в пустыню. Под палящим солнцем они искали каждый метр и нашли неглубокую впадину у подножия камня. Земля там была плотнее, чем вокруг. Начали копать. Сначала показалась ткань, выцветшая, но все еще фиолетовая. Затем кости. Они нашли Лейлу Наваро спустя 6 лет после ее исчезновения. Суд над Маркусом Кейном завершился пожизненным приговором без права на условное освобождение. Для следователей это было победой. Для Рауля — лишь подтверждением того, что Надежда умерла. Он, наконец, смог похоронить дочь дома, но облегчения это не принесло. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.